Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Среда, 30 ноября. Приветствую всех на ежедневном обзоре рынка криптовалют. Сегодня рынок достаточно произвел интересное движение, поэтому сейчас будем разбираться детально. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники: YouTube канал, Telegram канал, где мы разбираем достаточно активно ситуацию по рынку, где я публикую свое видение, свое мнение, рассматриваем какие-то интересные новости, факты. Ну что ж, приступаем к ежедневному обзору. Итак, предлагаю сразу начать с биткоина, потому что этот инструмент показал у нас достаточно неплохое движение с 3 до 4 часов ночи, пока все спали. Мы сделали прорыв наклонной линии сопротивления. По натянутой сетке Фибоначчи видно, да, что мы после ретеста 61 уровня, об этой зоне я говорил, публиковал в своем телеграм-канале, мы сделали дальнейший выход и получили минимальную цель в области 27 точки по уровням Фибоначчи. Безусловно, произошел достаточно хороший импульс на повышенных объемах. Мы вынесли определенные стопы шортистов, которые здесь сидели, которые сидели здесь. То есть мы достали всех. В принципе, цена совершила интересный заходной импульс наверх. И дальше нам надо понять, что нам делать в этой ситуации, во-первых. Ну и какие целевые области нас могут ждать, какие точки нас могут интересовать по рынку. Значит, если придерживаться этой же сетки Фибоначчи, сейчас я переключусь на 4-часовой таймфрейм. Значит, видно, что первая целевая достигнута. Значит, с учетом того, что, ну, наверное, уже все понимают, кто подписан, в частности, на мой канал, я часто об этом говорю, что те фитили, которые заброшены наверх, либо вниз, они часто приходят тестироваться. Соответственно, сейчас цена проходит некую аккумуляцию. Да, если искать в данный момент точку входа в рынок, то, безусловно, надо дожидаться определенной значимой коррекции. Так как это вижу я, ну, во-первых, сильная зона сейчас поддержки у нас будет находиться в области 16 600 долларов. Да, то есть сейчас у нас, по сути дела, то сопротивление, которое нас держало длительное время, стало нашей поддержкой. Плюс-минус 50-100 долларов. Да? Поэтому, если искать точки входа в рынок на этих отметках, то, безусловно, это выгодно делать в этой зоне. Ну, понятно, с четким логическим стопом за 16 300 долларов. То есть, опять-таки, можно ожидать какое-то снижение тест как нулевого уровня. Ну, по сути дела, мы сейчас на нем и стоим, да. По сути дела, этот тест может быть 23-38 уровня. Ну, соответственно, вот эти те зоны, которые могут выступать коррекционной областью для данного импульса. Далее посмотрим основные цели, которые нас могут ждать наверху. То есть, всегда по таким заходным моментам, значит, первая зона, которая чаще всего устанавливает, это 27-я, потом начинается 61-я. Да, тут минус, но тем не менее это то же самое, что и плюс. Соответственно, основной интерес лежит в области 17 600 долларов. 17 600 долларов, обозначим его здесь. Ну и следующая цель, более такая глобальная, это уровень 1.618, который лежит на отметке 19 000 долларов. Говорить ли сейчас о каком-то глобальном развороте? Ну, очевидно, я бы не стал, пока мы не все-таки пробьем основное сопротивление, которое у нас лежит в области вот этой более глобальной. Это была большая область накопления, откуда у нас пошел основной нисходящий импульс. То есть вот эту область, пока мы не поглотили, говорить о каком-то более существенном глобальном росте я не стал. То есть по данной ситуации мы можем получить с вами еще какой-то заходной импульс наверх и дальше пойти вниз. То есть пока мечтать о каком-то глобальном развороте не стоит. Какие могут быть нижние целевые значения, такие же, как и верхние. Да, это может быть уровень, опять-таки, 14 500. Мы рассматривали несколько дней назад, я помню, давал эти отметки нижних зон, которые могут интересовать, опять-таки, сейчас мы удалим все рисовалки наши, для того, чтобы было понятно. Я вчера говорил в обзоре о том, что
Совершенно не обязательно для представителей крупного капитала гнать цену ниже и загонять пассажиров в этот поезд для того, чтобы тянуть все наверх. То есть мы совершили достаточное необходимое снижение. Мы видим, что у нас формируется замечательный клин, который имеет целью выход наверх. Целевые области вверху я обозначил. Да, могут устроить какой-то сквиз, но опять-таки мы понимаем, что зона 30 тысяч на текущий момент является интересующей зоной представителей крупного капитала. Значит, соответственно, если искать какие-то краткосрочные позиции, это всего лучше делать на откате из тех зон, которые являются зоной начала заходного импульса. Еще раз говорю, это интересующая область находится на данных отметках. Стоп в любом случае должен стоять где-то в этой зоне. Соответственно, надо ждать сейчас за развитием ситуации. Сегодня у нас очень важный день. Вечером будет выступление Джерома Пауэлла в 21:30. В 22 часа Америка публикует бежевую книгу ФРС. Соответственно, внимание участников рынка будет приковано к этому. То есть мы сейчас можем рисовать некий боковик. Не обязательно мы можем и откатываться в эту зону, да, до набора позиций. Просто может сейчас быть какое-то флетовое движение, потом с последующим импульсом наверх. То есть я понимаю, что где-то плюс-минус рынки сегодня могут показать поступательно восходящее движение, поэтому надо наблюдать и за всем происходящим. То, что рисуют инструменты на графиках, надеяться на то, что мы сейчас будем пробивать лои, совершенно не стоит. То есть тот, кто сидит в шортах, не знаю, ребят, вы на основании чего там, во-первых, сидите, во-вторых, если сидите, то у вас должен быть какой-то свой план, своя стратегия, четкая зона стопов, которая вас, не знаю, обезопасивает там от всего происходящего. Поэтому, должна быть какая-то логичность действий. По поводу эфира. Вчера писал тоже в телеграм-канале свою мысль, что зона 1230 является очень важной областью сопротивления для эфира. Собственно говоря, мы видим, как мы к ней подходили, вот эту область, вчера вечером в районе 12 часов ночи это случилось. Мы подошли, опять протестировали, сделали небольшой откат и получили такой же заходной импульс наверх. Соответственно, эфир сейчас пришел опять-таки к другому ключевому сопротивлению, $1290. Я об этом тоже писал вчера в своем телеграм-канале. То есть, да, сделали красивое разворотное движение. Соответственно, сейчас какая-то будет аккумуляция в этой области. То есть, опять-таки, искать точку входа в лонг либо от пробоя данного уровня и поход выше к следующим уровням сопротивления, которые будут располагаться 1310. Соответственно, где-то 1000. Выделю эту область, наверное, такой вот чуть-чуть пошире. Это 1350, там 1330, да. Дальше уже фантазировать не стоит. Тут как будет складываться ситуация, будем принимать решение по ходу действия цены. Буду смотреть, как ведут себя объемы на этих всех уровнях. И дальше какие-то принимать соответствующие решения, давать какие-то, возможно, свое видение по рынку. Значит, так, по эфиру мы посмотрели. Соответственно, область, интересующая для донабора позиций, лежит также в зоне заходного импульса. Импульс у нас появился в этой отметке. Соответственно, все, что можно рассматривать, это возврат в этот диапазон, и последующий выход опять вверх. Либо пробитие верхних уровней и закрепление и движение в восходящем направлении дальше выше. Так, что еще? В принципе, основные какие-то другие монеты рассматривать в обзоре смысла нет. Давайте быстро пробежимся. Индекс доллара, в принципе, получил поддержку на уровне 105 пунктов. И сейчас находимся пока в восходящем тренде. Американские фьючерсы торгуются в нулевой зоне. Доминация биткоина у нас пока находится в таком вот боковичке, который в принципе не имеет пока никакого развития. Да? То есть мы стоим и топчемся от верхней границы к нижней. Низ поддержка 40%, верхнее сопротивление почти 41%. Доминация USDT порядком снизилась. Вчера я тоже публиковал мысли по этому поводу. Поэтому мы сейчас, в принципе, стоим в зоне поддержки, поэтому имеем все шансы либо находиться в боковом движении, что может дать, опять-таки, боковое движение на доминации, боковое движение и на
крипте. Соответственно, если мы пойдем вниз, то крипта имеет шансы еще неплохо подрасти. Если будем рисовать боковик, ну, будет какая-то аккумуляция, да, поэтому будем смотреть, принимать решение по ходу пьесы, что называется. Так, все, основные моменты рассмотрел. Всем хорошего дня, всем удачи, всем профита, всем пока.